Доброго времени суток. У нас почти 600 подписчиков. При этом, если глянуть, сколько уникальных пользователей за ближайшие 28 дней, то их больше 30 тысяч уникальных пользователей смотрит мой канал за ближайшие 28 дней. И у нас 98 тысяч просмотров за ближайшие 28 дней. Эта статистика для меня говорит о том, что, возможно, вы пришли впервые на этот канал, и поэтому я вам сразу расскажу, где что полезно искать. Если вы уже опытный подписчик и знаете, где что искать, вы сразу переходите в тайм-коды и кликаете на основное видео. Если вы здесь впервые или не знаете, где что полезно искать, вам будет полезно послушать это интро. Насчет названия. Я зашит в рамки YouTube, и мне необходимо выбрать название до 100 символов, какую-то картинку с каким-то названием. Если у меня записывается видео на 1,5, 2, 4 часа, потом я вырезаю оттуда пустоты, когда я не говорю и просто читаю какой-то текст, то остается где-то там 1,5-2 часа. На эти 1,5-2 часа где-то 5-6 интересных моментов, которые обучают и повышают вашу IT-насмотренность. Чаще всего, когда вы заходите в видео и открываете комментарии, вот здесь есть блок, что вы узнаете. Это более полная информация о том, что полезного есть в этом видео. Это вступление, это основное видео. И мне в название надо вынести что-то одно. То есть, если вы пришли на конкретное название и ждете, что внутри будет все по этому названию, это не так. И я вас обрадую. В видео будет и то, что на картинке, и в названии, и больше. Такая специфика. Я создаю реальные IT-проекты и снимаю это все на видео, не вырезая сложности, для того, чтобы у вас формировалась ваша IT-насмотренность, чтобы вы сами могли применить те методы, которые я применяю. Я против инструкции, потому что инструкции вас не обучают. Я вам передаю настоящий опыт, который вы можете прожить, вашу IT-насмотренность, чтобы вы самостоятельно справлялись с этими сложностями. Где найти что-то полезное? Если вы хотите создать сайт, к примеру, для продажи ваших услуг, или наоборот создать сайт для кого-то, то вы переходите вот сюда вот в плейлисты, листаете, наверное, в самый низ и смотрите вот сюда вот там, где 28 видео сейчас, веб-кодинг, создание сайта с нуля. Вам не надо будет платить программисту за создание сайта. Там показано, как купить домен, как привязать хостинг, как сделать маршрутизацию имейлов, как создать простой сайт, как сделать засеошенный сайт более чем на 300 страниц, как привязать платежную систему и как привязать сбор контактов с сайта, показаны ошибки не показывания в Google и разрешение этих конфликтов. Так что это полный гайд по тому, как вы можете создать сайт сами. Когда я слышу, что кто-то создал сайт за 20 минут, я понимаю, наверное, это речь о том, что было надиктовано какое-то техническое задание, которое реализовано в код, либо были использованы какие-то конструкторы, которые стоят денег. Здесь я показываю, как сделать это все абсолютно бесплатно. Вы не будете платить в месяц абсолютно ни за что. И полностью контролировать весь процесс. По моим ощущениям, это чуть больше, чем 30 часов, но зато каждый шаг показан, и вы сами сможете это все воплотить. Базовый файл по настройке окружения. Здесь сейчас 38 файлов. Вы можете просто выборочно глянуть, что вам нужно, что вам подходит, установить и работать. Этого достаточно для того, чтобы вы комфортно веб-кодили. Кому может быть полезно плейлист роботы-парсеры автоматизация. Если вы хотите связываться с бесплатной веб-автоматизацией, то вам есть смысл глянуть, как я это делаю. То есть я построил просто робота, который сам собирает данные из браузера и обходит ряд проверок. Строил при помощи искусственного интеллекта, а использовал бесплатно, без токенов. Хотя бы вам важно знать, что такое веб-селекторы и понимать, что я сейчас делаю. Вот что-то типа такого. Если вы понимаете, то можете смело пролистывать. Что интересно в этом видео, Paperclip автоматизатор. Здесь я общаюсь с Cloud-кодом, и он говорит о том, что связка Paperclip, Hermes и ZAI это даже интереснее, чем сам Cloud-код вот в этом видео. И дальше я поднимаю эту связку. Оркестратор, который 0 людей компания, управляет процессами. И вот счастливое лицо, что все получилось. Здесь есть инструкция, как вы можете самостоятельно настроить это все. 4 минуты. Вы заходите в это видео, открываете комментарии. Приятно, что написали слова благодарности, очень приятно. Переходите вот сюда, вот кликаете. Так, а проект переместился, да? Да, переместился. Вот, переезжаете сюда. Нажимаете вот эту зеленую кнопку и Download Zip. И у вас получаются все файлы и все инструкции. То есть вы просто даете ссылку на этот zip-архив вашему искусственному интеллекту, и он поднимает всю связку. Там достаточно сложно. Windows, Linux, они между собой должны общаться, обмениваться данными, чтобы вам не пришлось инвестировать там своих 30-40 часов в это все и кучу токенов. Вы можете просто забирать готовые файлы. То, над чем достаточно долго работал, создание гибридного приложения, 55 видео, и оно уже опубликовано
реализовано в Play Market. Ближайшее действие — это еще накатить на Apple, и тогда уже заняться продвижением. Так что если вы хотите создать гибридное Apple Android мобильное приложение, то я показываю как. Моя вам рекомендация — заходить в плейлисты, выбирать, какой понравился по душе, и смотреть с начала до конца, просто как сериал под еду. Потому что если вы посмотрите какую-то серию, которая там 10 или 12, будет непонятно, о чем это. То есть я предлагаю перейти к началу, тогда вы поймете, какие взаимозависимости и какие чудеса мы делаем. Также создал сайт по проведению хакатона, где уже участвуют более 20 стран мира, и прямо сейчас проходит хакатон. Следующий будет в ноябре, так что можете записываться hackonvibe.com. Ну что, как говорится, можно вечно смотреть на то, как бежит вода, горит огонь, на то, как тебе выдают деньги, на то, как работает другой человек. Так что приятного вам просмотра. Доброго времени суток. У меня сегодня продолжается глюк насчет повышающегося звука. То есть я его выкручиваю вниз, и каждые 100 миллисекунд с идеальной периодичностью, как сказал Клауда, идет повышение. То есть это какой-то демон, который мы накручивали на систему, завис, залип и в том числе удерживает перезагрузку. Тут еще такая подсказывающая система, что этот глюк пережил 2 ребута системы, 2 перезагрузки системы. То есть это какой-то демон, который самовосстанавливается. Это, я думаю, сильно сузит поиск, среди чего искать. Ну да, это точно не клавиша. Клавиша так не умеет делать красиво и равнозначно. Давайте посмотрим, что там у нас по судьям. Дай мне четкий ответ, что там по Роме и что там по Олегу. Получилось ли уже войти через них. Это, судьи, которые июльские, которые зарегистрировались еще, когда это были разные сущности. Многие же уже подписали вот это юридическое согласие. Ты что, повторно хочешь выводить? Это же юридическое согласие тем, кто уже его дал. Это неправильно. Параллельно, видите, у нас вот этот вот глюк повышения громкости. Так, тут пока что еще новых гипотез у него нету. Давай меня проведи на поп-ап согласия, то есть что они видят. Как я просил поп-ап, он действительно поп-ап на фоне того, что они видят, и я хочу увидеть, что они видят. Залогинься через браузер, чтобы я увидел, что, допустим, Роман видит как судья. Вы правы, и это моя ошибка по существу. Ваши же правила. Согласие пишется 1 раз на весь сайт, повторно не спрашиваем. Смотрю, что у судей уже записано. Тоже неправильная формулировка, что у судей уже записано. Кто уже дал согласие из них, вот это более правильный вопрос. Что такое согласие на судейство? Мы не спрашиваем согласие на судейство, мы берем юридическое право при регистрации. Нету согласия на судейство, такого нету. Принял поправку. Правильный вопрос, кто из них уже дал согласие? И ответ такой. Судейское соглашение дали 2, сами, Сергей и Милана. Остальные 4, Олег, Илья, Роман, Даниил, не давали. Подписи, которые ставила моя проверка, я откатил все до одной. Сейчас в базе только настоящие. Открываю вам Романа живьем, окно останется открытым, посмотрите сами. Откуда ты взял согласие на судейство? То есть у нас одно согласие согласно законодательству, которое идет во время регистрации. Пожалуйста, ничего нового не придумывай, мы вычитывали законодательство, ты взял и непонятно откуда придумал согласие на судейство. Я недоволен, этого не было в задании. Переделай срочно. Сразу выкати на сайт эти изменения. То есть, если люди давали согласие время регистрации, то это уже все. Больше им соглашаться не на что. Понял. Тогда я построил лишнее. Юридическое право берется при регистрации. Отдельного согласия на судейство нет, и я поставил 4 судьям барьер на пустом месте. Сношу его. Судьи пойдут сразу к командам. Есть ли кто-то, кто не дал согласие при регистрации на юридическую вот эту нашу оговорку, что там мы имеем право там публиковать материалы, которые они предоставили нам, то есть на публикацию фотографий в открытый доступ? Согласие снято из кода. Проверяю, что судьи теперь идут прямо к командам и выкатываю. Так, давайте нашим звуком займемся. Еще раз, я не понимаю. То есть, вот я обнаружил, что шлет, но я не знаю, что это. Судя по названию, что-то китайское. Сейчас я попытаюсь отключить тогда устройство прямо из USB и посмотрим, исчезнут ли вот эти вот сообщения по повышению громкости. Да, по названию что-то китайское совпало с моим наушником, который я вставляю в ухо, чтобы слышать то, что вам демонстрируется. Зачитывается на экран. Я его выключил из USB, и все пропало. Все починилось, можно так сказать. Да, спасибо, ты правильно отдиагностировал. Запиши, пожалуйста, в наш проект насчет залипания звука, что это наушники вот этой вот фирмы китайской. Липают, и лечение просто вытащить из USB и заново вставить. Коммится, мерчься, чтобы у нас это было в проекте. Если я забуду, то ты мне напомнишь причину. Так, хорошо. Когда уже не повышается, то давайте мы уменьшим. Да, она уменьшилась, и пусть будет 50 где-то процентов. Согласие снято из кода. Проверяю, что судьи теперь идут прямо к командам и выкатываю. Поп-ап исчез. Команды видны сразу. 5 тестов держали снятую фичу. Переписываю их в сторож, чтобы согласие не вернулось чисто. Выкатываю немедленно и параллельно отвечаю на ваш вопрос про согласие на публикацию.
Выкачано 4 CDC 243F. Экран согласия снят с сайта целиком. Проверяю на живых судьях и отвечаю про публикацию. Отвечаю на оба вопроса. Согласие на публикацию. Дали все из 6 судей августа, нет ни одного, кто бы не дал. Че ты их напрягаешь тогда? То есть право публиковать фото, данные и ссылки у нас есть по каждому. Взято при регистрации, ровно как вы и говорили. Выдуманное согласие снято с сайта прот на 4 CDC 243F. Убрано целиком. Поп-ап, его стили, ручка записи, маршрут в роутере, придержка бюллетеня и ворота в приеме голоса. Признаю ошибку прямо. Я придумал согласие на судейство, которого нет ни в законодательстве, ни в вашем задании, и выкатил его. Цена была не косметическая. До галочки сервер намеренно не отдавал бюллетень, и 4 одобренных судей, Роман, Олег, Илья, Даниил, стояли перед пустым экраном за то, чего продукт у них никогда не просил. Все подписи, которые ставила моя проверка, откачаны. В базе остались только 2 настоящие, Сергея и Миланы, они нажимали сами. Поставил сторож от возврата. Одобренный судья обязан видеть команды сразу, голос обязан приниматься без всякой подписи, и ни один файл продукта не должен звать снятые. Если кто-то попробует вернуть, тест покраснеет. Колонки Юдгинг Сансент в базе пока оставил мертвым грузом. Стирать записи людей задним числом не стал. Это отдельное решение и отдельная миграция. А покажи мне путь Романа в браузере, что он видит, когда он залогинивается. Открываю живьем, окно останется открытым, покажу путь по шагам. Давай. Нам надо проверить, что все по факту так, как есть и должно быть по дизайну. Вроде бы нормально. Что такое save my quotes to a file? Интересно. Не могу открыть то, что он сохранил. Так, хорошо, Романа мы проверили. Теперь давай зайдем за Олега и посмотрим, что он видит. И вот это сохранить голосование в файл, восстановить из файла. Убери, пожалуйста, такое с сайта. Вроде бы все нормально. Да, за Олега вроде бы все нормально. Давай про Данила посмотрим. Лег в порядке, вход 200. Нет, 12 команд. Запускаю Даниила и параллельно дочищаю кнопки файлов. Вроде бы тоже все нормально. 12 команд видно. Даниил, вроде бы тоже все нормально. Хорошо, спасибо. Подведи, пожалуйста, тот же итог, то сколько команд проголосовал. Так, Сергей 12, Милана 6, я одну команду, остальные еще не проголосовали. Сохрани на самом деле на всякий случай слепок, то, что текстом там делал и какие голоса выставил, чтобы у нас был сохраненный слепок текста и оценок, чтобы мы это не потеряли. Гарантированно, даже если крашнется как-то база данных, просто в какой-то файл, из которого можно потом восстановить, просто можно даже текстовый файл или JSON, может быть, будет удобнее под эти дела, чтобы сразу судья и под каждый input свой текст и под каждую команду, под каждый трек отдельная оценка. Так, еще залогинивание происходит и еще кого-то мы проверили, что достаточно качественно, нормально, адекватненько все сделано, все как должно быть. OnClick сворачивает. Да, ну, мне во всяком случае уже все нравится. Это уже судьи могут выполнять свои обязанности. Вроде все нормально, мне все нравится. Проверил, должно работать. Смотри, я не понимаю, что такое нету согласия. Ты мне только что сказал, что у всех есть согласие публиковать, а потом ты мне даешь какую-то таблицу, согласия у всех нет. Что такое нет согласия? Так, давайте проверим наш главный сайт. Что такое нету имени у судьи? Как это нету имени у судьи? Да вроде бы есть имя. Тут 6 человек, все есть. Тут 4, тут 5 человек. Должен быть один дополнительный человек. Виноват, я сам это запутал плохой подписью колонки. Речь о двух разных вещах. Согласие на публикацию есть у всех 6. Взято при регистрации, как вы и говорили. 25 июня у Олега, Ильи и Романа, 27 июня у Сергея, 17 августа у Данила, 20 августа у Миланы. Право публиковать фото, данные и ссылки у нас есть по каждому. Согласия на судейство не существует. Это та галочка, которую я выдумал и вчера выкатил. В базе от нее осталась колонка Юдгинг Сансентат, и в моей таблице я писал нет именно про нее. То есть колонка означала не нажимал мою лишнюю кнопку. И ничего больше. Никакого юридического смысла за ней нет. Экран снят с сайта, кнопка убрана, ворота в голосовании сняты. Судьи заходят и голосуют без всяких галочек. Вы это только что видели на Романе, Олеге и Даниле. Чтобы путаницы не осталось, предлагаю добить. Стереть значение Юдгинг Сансентат и Юдгинг Сансент версион у всех и снять колонки миграции. Тогда в базе не будет поля, которое выглядит как согласие, но им не является. Сейчас там всего 2 записи, Сергея и Миланы. Они нажимали кнопку, пока она была. Заодно закрыл соседние. Залил недостающие имена в строки участников. У Ильи, Данила и Миланы они были пустые, из-за чего дверь здоровалась пустым местом. Ну, вроде бы по судьям у нас хотя бы все готово, что они имеют возможность голосовать. Сделали, можно сказать, ход-фикс, быстрая правка. Не фундаментально, ну просто если я начну заниматься фундаментально, то там я залипну где-то на 3-4 дня. Просто менять инфраструктуру, облегчать ее, чтобы это было легко накатывать новые функции, а сейчас надо просто быстро дать возможность людям проголосовать и все. Так что вот такой вот ход-фикс. Ну что, надеюсь, было полезно. Спасибо, что повышаете IT-насмотренность для того, чтобы создавать крутые ваши IT-проекты. Желаю вам финансового благополучия, создавайте IT-продукты, миллиардники в долларах. Всех благ. Если досмотрели до конца, то, пожалуйста, поставьте лайк и напишите в комментарии спасибо, или плюсик, или смайлик любой, желательно положительный.